Здравствуйте, добро пожаловать в Shinry Trial. Если вы только начинаете играть, этот ролик поможет быстро освоиться. Мы познакомим вас с основными возможностями проекта и покажем путь нового игрока от установки игры до первого матча. Для начала убедитесь, что у вас установлена лицензионная версия Garry's Mod в Steam. После этого перейдите на официальный сайт Shinry Trial и нажмите кнопку «Подключиться». При первом подключении игра автоматически загрузит весь необходимый контент. Это может занять некоторое время в зависимости от скорости вашего интернет-соединения. Когда загрузка завершится, вы попадете в главное меню, где и начнется ваше знакомство с игрой. После входа в игру вы попадаете в главное меню. Здесь вы можете ознакомиться с доступными персонажами, просмотреть различные образы и воспользоваться системой поиска талантов. В главном меню также находится кнопка «Играть». Именно отсюда начинается путь к вашему первому матчу. Но перед тем, как отправиться в игру, стоит познакомиться с лобби. Это место, где игроки собираются перед началом матча, могут общаться между собой и подготовиться к предстоящей игре. Когда вы готовы начать игру, можно перейти к поиску быстрой игры. После запуска матча вам предстоит выбрать персонажа, за которого вы будете играть, и после подтверждения выбора начнется уже сама игра. Кстати говоря об игре. Каждая игра в Shinry Trial состоит из нескольких основных этапов. На протяжении матча вам предстоит исследовать окружение, взаимодействовать с другими игроками и принимать решения, которые повлияют на дальнейший ход игры. Всего существует 4 основных этапа. Свободное время, убийство, расследование и классный суд. Первый этап игры – свободное время. В этот момент вы занимаетесь исследованием школы, общаетесь с остальными игроками и взаимодействуете с игровым миром. Также во время этого этапа вам необходимо следить за своим состоянием. Основные показатели, за которыми необходимо следить, это голод и сон. Чтобы поддерживать их на нужном уровне, нужно искать необходимые ресурсы, готовить себе еду и не доводить своего персонажа до усталости. Кроме того, во время этого этапа можно создавать полезные предметы с помощью крафта. Но даже во время свободного времени нельзя забывать об опасности. В любой момент ситуация может измениться, и один из игроков может стать жертвой преступления. В Shinry Trial дальнейшее развитие событий зависит только от самих игроков. Именно они решают, как будет развиваться матч. В любой момент вы можете стать как жертвой преступления, так и тем, кто станет инициатором этого события. Именно ваши действия и действия остальных игроков определяют то, как будет идти ваша история. Существует множество способов устранения одного из игроков, однако каждое действие оставляет следы, которые могут помочь другим игрокам раскрыть правду. После обнаружения тела начинается этап расследования. Главная задача игроков – это изучить место преступления, найти важную информацию и собрать доказательства, которые помогут разобраться в произошедшем. Во время расследования важно изучить окружающее пространство. Можно проводить обыск игроков, взаимодействовать с различными объектами и находить улики, которые помогут восстановить картину преступления. Каждая найденная деталь может оказаться важной частью расследования. Для поиска дополнительных улик детективу доступен специальный инструмент – ультрафиолетовый фонарик. С его помощью можно находить отпечатки пальцев и подошв, которые помогут узнать, кто взаимодействовал с объектами во время преступления. После завершения расследования начинается классный суд. Добро пожаловать на классный суд, мои милые ученики! Здесь, путем обсуждения и последующего голосования, вы должны определить убийцу. Если большинство проголосует правильно, убийца будет казнен, и игра продолжится. Если же вы промахнетесь, то убийца получит билет на свободу, а вы все отправитесь на казнь. Ну а теперь давайте приступим к этому безумно крутому суду! На этом этапе игроки собираются вместе, чтобы обсудить все произошедшее, разобрать найденные доказательства и определить виновного. От правильного решения зависит исход всей игры.
Во время суда все обсуждают свои версии произошедшего, спорят друг с другом и делятся найденными доказательствами. В процессе обсуждения могут начаться перекрестные дебаты. Момент, когда два игрока вступают в спор между собой, пока остальные участники наблюдают за развитием разговора и могут поддержать одну из сторон, соглашаясь с аргументами участника и помогая определить, какая версия выглядит более убедительной. Чтобы доказать свою позицию, можно использовать улики и предметы, найденные во время расследования. Используйте полученную информацию внимательно. Иногда всего одна деталь может полностью изменить ход обсуждения в положительную сторону или наоборот. Если вы уверены, что один из участников ошибается, вы можете опровергнуть его аргумент. Используйте этот момент грамотно, чтобы предоставить доказательства или указать на противоречие в словах другого игрока. Похоже, своим доказательством вы застали его врасплох. Время приступить к голосованию. А вот и кульминация! Выбирайте того, кого считаете убийцей. Ошибетесь и поплатитесь сразу все. Кроме убийцы, конечно же. После завершения голосования наступает момент последнего слова. Игрок, признанный виновным, получает возможность обратиться к остальным, объяснить свою мотивацию или промолчать. Однако раскрытие преступления не единственный способ завершить игру. Если игроки хотят избежать дальнейших жертв и выбрать мирный путь, им предстоит выполнить специальные условия и попытаться добиться мирной победы. В Shin Retrial игроки могут выбрать не только путь через раскрытие преступлений. Если вы хотите пройти игру мирным способом, вам предстоит объединиться с другими участниками и выполнить необходимые условия для достижения мирной победы. Чтобы приблизиться к мирному исходу, игрокам необходимо восстановить важные системы Академии. Вам предстоит ремонтировать различные устройства, постепенно возвращая школе нормальную работу. Какой бы путь вы ни выбрали, именно действия игроков определяют, чем закончится матч. Объединяйтесь, принимайте решения и ищите свой путь к победе. Все зависит только от вас.